Неприятный подарок к прямой линии Путина. Украина ударила по очень жирной цели. Смертельная атака на судно с генералом ГРУ на борту. Исторический саммит ЕС завершился, чем закончились 2 дня тяжелейших споров. Все не так, как казалось вчера. Хаос на фронте выходит на новый уровень. Оккупанты захватили новые позиции, но результат не обрадует Герасимова. Почему? Расскажем. В Европе запахло новой войной. Союзник Москвы пригрозил наказать соседей, как Украину, и предъявил территориальные претензии. Лукашенко выдал то, что должен скрывать. Главное признание сделано в прямом эфире. Чего и кого больше всего боится диктатор. Об этих и других событиях вечера 19 декабря. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В Средиземном море атакован танкер «Кендил» из Теневого флота России. Об этом написал Александр Невзоров в своем телеграм-канале. Публицист сообщил об ударе дронами и опубликовал видео пожара на судне. Де-факто корабль использовался для шпионажа за странами ЕС с помощью дронов и других операций. По данным Невзорова, в результате удара погибли 2 человека, 7 ранены. Среди ликвидированных генерал-майор Андрей Аверьянов, офицер главного управления Генштаба Минобороны РФ, более известного всем под своим старым названием ГРУ. Аверьянов отвечал за теневые сделки, убийства, взрывы, шпионаж в странах ЕС, саботаж и так далее. Он же стоял за подрывом самолета Пригожина, отравлением Скрипалей. Он проводил операции за рубежом по приказу Путина, передвигался по ЕС на судах Теневого флота. Своих источников Невзоров не назвал и сам подчеркнул, что данные предварительные и пока не подтвержденные. Украинская сторона официально сообщение не комментировала. Но, как подчеркивает Невзоров, если информация подтвердится, это будет одной из самых значимых операций по ликвидации международного преступника за всю историю войны в Украине. Саммит ЕС не прошел впустую. Договоренность есть. Деньги Украине дадут. Европейские лидеры договорились предоставить Киеву беспроцентный кредит на 90 миллиардов евро на военные и бюджетные нужды ближайших 2 лет. Деньги возьмут за счет заимствований, а не за счет замороженных активов Центробанка РФ. Украина погасит этот кредит только после того, как Россия выплатит репарации. Решение приняли после многочасовых споров в Брюсселе. Использование замороженных российских резервов пока признали невыполнимым, прежде всего из-за позиции Бельгии, где хранится большая часть этих средств. Мы избежали хаоса, мы избежали раскола. Европа осталась единой, а единство сегодня означает, что Европа остается актуальной за геополитическим столом. Но, как заявил председатель Совета ЕС Антонио Кошта, Евросоюз оставил за собой право в будущем все-таки использовать замороженные активы Кремля для погашения этого кредита. Российские военные заняли очередные позиции, но есть небольшой нюанс. Эти плацдармы удерживали другие россияне. Партизанское движение АТЭШ сообщает, штурмовые группы армии РФ на запорожском направлении несколько раз атаковали позиции собственных своих коллег из других подразделений. Партизаны приводят как пример сообщения одного из новых своих источников. Группу отправили в ночной штурм без точных координат и без обновленной схемы расположения войск. Бойцы выполнили задачу, вели бой и проводили зачистку. А затем, когда осмотрели тела, выяснилось, что это были военнослужащие соседнего подразделения. Партизаны констатируют хаос в управлении российским наступлением. Тем временем Трампу продолжает казаться, что россияне побеждают. Он снова поторопил Владимира Зеленского. Я надеюсь, что Украина быстро отреагирует, потому что Россия уже там, и каждый раз, когда они слишком долго медлят, Россия меняет свое мнение. Потом Трамп рассказал о 27 тысячах погибших в прошлом месяце, в 8 войнах, ряд из которых длился по 30 с лишним лет. Вместе с тем Трамп считает, что стороны близки к чему-то.
Украинские дроны добрались до сердца российского автопрома, города Тольятти. Правда, под удар попал не завод, выпускающий знаменитые белые «Лады», но в итоге загорелось не менее значимое предприятие. По данным мониторинговых телеграм-каналов, беспилотники атаковали химзавод «Тольятти Азот». После серии взрывов на предприятии начался крупный пожар, дорогу к заводу перекрыли, к месту направили пожарные расчеты. Очевидцы сообщают минимум о 6 взрывах. С учетом профиля предприятия источники предупреждают о риске химического загрязнения, хотя часть российских пабликов это отрицает. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вообще отчитался об отражении атаки. Удары отражены, пострадавших нет. На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы. На территории области введен режим «Ковер». В целях обеспечения безопасности водителей временно ограничено движение по обходу Тольятти. Тольятти Азот – один из крупнейших в мире производителей аммиака. Его проектная мощность до 3 миллионов тонн в год. Завод выпускает до 10% мирового объема и около 19% российского рынка удобрений. Дурной пример, как известно, заразителен. Сербский министр выступил с угрозами в отношении соседей. В интервью местному телеканалу «Информер» Борис Братина, отвечающий в правительстве страны за СМИ, обрушился на хорватов. Хорватию нужно каким-то образом наказать за ее ужасное участие как в Первой мировой войне, так и особенно во Второй мировой войне, и особенно за действия в начале 90-х. По мнению сербского министра, хорваты, как и украинцы, должны расплатиться территорией, потому что нет другого наказания. Правда, Братина успокоил. Конечно, никто не намерен убивать хорватов только потому, что они хорваты. Это чушь. Кажется, большим друзьям Москвы из сербского правительства четверть века без войны на Балканах показалась слишком долгим сроком. Похоже, Братина подзабыл, чем прошлый конфликт закончился для Слободана Милошевича и ряда других сербских военных преступников. Свет и тепло пропадали сразу в нескольких городах страны-агрессора. Взрывы гремели в Орле, Ростове и Таганроге. В Орле после объявления тревоги ракеты, по данным мониторинговых каналов, ударили по местной ТЭЦ, ключевому объекту региона. Жители сообщали о полном отключении света, перебоях с теплом, задымлении и пожаре. Эта станция дает около 40% электроэнергии области и до 65% тепла городу. В Ростове часть районов также оказалась без электричества, город второй день подряд под ударами. В Таганроге очевидцы насчитали не менее 10 взрывов, видели вспышки и слышали гул дронов. Уважаемые подписчики, обращение к вам. Ведь именно вы решаете, узнает ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогает продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта, и продолжаем. Болтун – находка для шпиона. Эта известная пословица прекрасно подходит к Александру Лукашенко. Так называемое Всебелорусское народное собрание диктатор по традиции планировал использовать для устрашения соседей и оппонентов. Но, как обычно, разболтал и пару важных секретов. Он напомнил о недавних освобождениях, но подал их не как результат санкционного давления, а как спецоперацию. Я уже американцам сказал: ребята, что вы переживаете? Мы в теме, мы все это знаем, потому что половину тех, кто сбежал, это наши агенты. При этом диктатор почти сразу проговорился о том, что было тайной для независимых журналистов и правозащитников. Оказывается, в Беларуси остаются неизвестные герои, готовые не только к мирным протестам. Вот мы не придали гласности трехдневной давности задержания мерзавца там. Ну, как мы его БЧБшника называли, ликвидирован, но ранил 3 наших ребят. Симптоматично, что свой шабаш Лукашенко собрал в 15-ю годовщину так называемой площади, массовых протестов в Минске, которые были жестоко подавлены силовиками.
Более 1000 участников тогда были арестованы, около полусотни попали в тюрьмы по уголовным обвинениям. Многие после освобождения влились в ряды защитников Украины, некоторые из них погибли в боях с российскими оккупантами. Но рассказ о героическом белорусе, пострелившем 3 силовиков, был не единственным провалом Лукашенко. Диктатор сделал еще одну оговорку по Фрейду. Нигде вы больше не победите. Мы сделали выводы из 2020 года. И мы вас будем бомбить в информационной сфере, пока Эйсман жив. Вот так 5 лет пропаганда убеждала всех, что тогда победил Лукашенко. Но шеф все равно выдал базу. Американский министр войны опять отличился. Глава Пентагона Пит Хексет рассказал о проблемах с набором в армию новых рекрутов и сделал это в своем непревзойденном стиле. Слишком многие из наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые. Ну, не тупые, это неправильно. Похоже, Хексет сам понял, что перегнул палку, но слово не воробей, а ведь эти ребята имеют право голоса, и такие эпитеты со стороны одного из членов команды Трампа могут отбить у них желание голосовать за республиканских кандидатов на будущих выборах. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.